Приветствую всех, друзья! Я Владимир Козловских. Это канал «Золото, валюта, богатство». Мы продолжаем смотреть историю рубль-доллар. В предыдущих роликах мы посмотрели историю с 20-х годов до конца 80-х. Сейчас мы завершаем рассмотрение истории и посмотрим ролик. И в этом ролике мы посмотрим историю с конца 80-х по настоящее время. Нежелание СССР развивать свою победу середины 70-х дало передышку и возможность противоборствующей стороне к перегруппировке и реструктуризации. Усилия США по переводу торговли нефтью в доллар и начало реализации программы так называемой регономики привели к приостановке кризиса 70-х. Основная суть этой программы – агрессивное кредитование сильно истощившегося платежеспособного потребительского спроса и резкое снижение себестоимости товаров за счет переноса трудозатратных и энергоемких отраслей в Юго-Восточную Азию. Поскольку при этом не была решена главная фундаментальная причина кризиса – истощение платежеспособного спроса контролируемых рынков и невозможность расширяться дальше, это была только его приостановка. В курсе доллара к рублю приостановка кризиса на Западе выразилась сначала в восстановлении доллара в начале 80-х, вот здесь вот, в начале 80-х, до верхней границы диапазона 70-х, вот до сюда, до 90 брежневских копеек. Но к концу 1987 года доллар опять опустили до нижней границы этого диапазона, то есть обратно, до 60 копеек. Это было отражением окончания приостановки кризиса 70-х, а также тем, что происходила достаточно мощная конвертация капиталов. То есть, грубо говоря, доллары продавались самим себе, и это делалось как можно дешевле. Вторая фаза кризиса, которая началась на Западе в 1987 году, реализовалась как кризис на рынке недвижимости. По прогнозам, сделанным еще в начале 80-х по заказу Рейгана тремя независимыми группами исследователей, вторая волна кризиса 70-х была неминуема и должна была реализоваться в два этапа. Первый в конце 80-х, второй в начале 90-х. Но тут на помощь пришло чудо в виде Горбачева. Чудо было не в том, что он был представителем группы партийной хозяйственной номенклатуры, являвшейся наследницей Троцкого Хрущева и скормившейся на торговле нефтью и другими ресурсами в 60-х и 70-х. Чудом было и даже не то, что группа стремилась переформатировать систему под возможность легализовать созданные к тому времени капиталы, монетизировать власть и передать эту власть по наследству. Это западными аналитическими структурами было с очень высокой вероятностью просчитано. Чудом было то, что Горбачев и его окружение повелись на умело созданную иллюзию возможности включения части советской номенклатуры в западную элиту. И в ответ на это, покупая эту возможность, Горбачев и его окружение пошли на колоссальные уступки и на колоссальные дары. Воистину, дурака не нужен нож. Ему немного подпоешь, и дальше вы знаете. Те экономические реформы, которые затеяла номенклатура, продвигавшая Горбачева, Запад приветствовал бы и без всяких уступок со стороны СССР. Эти реформы передвигали СССР ближе к правилам игры, по которым играла западная экономика. И с учетом изначально компрадорского характера той части номенклатуры, которая двигала Горбачева, Запад в перспективе увеличивал вероятность получения преимуществ в борьбе с Красной империей. Но эта перспектива растягивалась бы на годы. И сейчас невозможно сказать, были ли у Запада в той ситуации эти годы. У СССР в противоположность Западу эти годы были. Это подтвердила группа Нобелевского лауреата Леонтьева. Она проводила исследования советской экономики в 1988 году и сделала вывод, что в советской экономике есть дисбалансы, но отсутствуют признаки системного кризиса, в отличие от Запада. Но проявилась, как ее называл Ильич, роль личности в истории. Она выразилась в том, что Горбачев повелся на обман о возможности попасть в мировую элиту.
Размер платы, которую он решил заплатить за эту химеру, была чудовищной. Политические уступки, на которые он пошел в отношении соцлагеря, неминуемо вели к потере большинства внешних рынков СССР и, как следствие, к разрушению его валютно-технологической зоны. Формальным рубиконом, ускорившим процесс сдачи, была встреча на Мальте в 1989 году, через месяц после падения Берлинской стены. Там Горбачев сдал весь соцлагерь. Еще не было Румынии и объединения Германии, еще существовал единый социалистический рынок НДСФ. Еще существовал Варшавский договор. Но дальнейшие сценарии в результате Мальты были предопределены. Как говорится, Аннушка уже разлила масло. Курс доллара к рублю претерпел в этом году кардинальные, фундаментальные важные изменения. В 1989 курс доллара сразу скачком подняли до 1 брежневского рубля. Вот эта точечка. Это 1989 год. К максимуму 1957 года. Вот к этому. На графике это вот здесь вот. Это 1 тысячная рубля или 1/10 копейки современными деньгами. С технической точки зрения анализа динамики курса, это движение доллара означало, что закончился 35-летний период условного равновесия в экономике. То есть весь вот этот период. Такое условное равновесие по сравнению с тем, что будет потом. Подтверждением этого, окончанием этого равновесия являлся пробой вот этого коридора. То есть дальше должны были быть колебания. 30 лет – это очень длинный коридор. Помимо этого создалась предпосылка формирования из двух движений 35-55 годов вот этого движения и 55-57 двух последовательных импульсных волны в одном направлении. Это очень сильный признак увеличения вероятности дальнейшего роста доллара на протяжении как минимум 40-50 лет. Обратите внимание. Вот отсюда, вот из этой конфигурации, можно было сделать оценку там, с точностью до 10 лет о том, какого масштаба могут быть движения по времени. Вторым необходимым подтверждением развития этого сценария должен был быть пробой максимума 97-го. В 89-м к этому максимуму рубль подошел, а в следующем 90-м этот признак будет реализован. Ну, вот она, палочка 90-х. Вы ее еще не до конца пока видите. Еще раз подчеркну, ни один курс сам по себе не определяет фундаментальных экономических процессов. Курсы валют, как правило, с одной стороны, являются способом балансировки внешних потоков. С другой стороны, они благоприятствуют тем или иным процессам. Параллельно с сдачей рынков СССР внутри страны проводилась экономическая реформа. Она в силу своей низкой комплексности, продуманности и подготовленности привела к возможности перетока инвестиционных и оборотных средств предприятий в потребительский сектор. Не обязательно это было нечаянным действием. Вполне это могло быть и запланированным. Далее эти деньги попадали на рынок экспорта-импорта, ну, значит, на валютный рынок. Именно эта возможность была использована частью номенклатуры для вывода за рубеж быстро создаваемых капиталов. Ну, по всей видимости, все-таки те, кто пользовались, те и создавали эту возможность. Процессы сдачи советских рынков, ускоренные Горбачевым в 1989 году, привели к ухудшению торгового баланса и увеличению давления на курс рубля. Именно это и отразило необходимость установки в 1989 году доллара на уровне 1 брежневский рубль. Вот сюда вот. То есть 1/10 копейки современными деньгами. Ухудшение экономического состояния и снижение реального уровня жизни реанимировало дремлющие межнациональные противоречия. Они при умелом отточенном в колониальных войнах внешнем воздействии и поддержке переросли в межнациональные конфликты.
которые уже начали дымиться к тому времени. В следующем, 1990 году, резко ускорившиеся процессы разрушения внешних рынков СССР подняли обменный курс Центрального банка к новым уровням, к 5 брежневским рублям за доллар. Вот сюда вот. Это 90-й год. Еще раз смотрим то, что смотрели в прошлый раз. То есть на 400%. То есть 5 брежневских рублей – это современных полкопейки. То есть полкопейки за доллар. Это результат 90-го года. При этом был пробит очень важный технический уровень. Вот этот вот. 2,20 брежневскими рублями. Это был курс введения золотого червонца, как вы видите. В предыдущем ролике «Доллар-рубль. Часть 3» 1960-90 история и анализ. Мы видели, что масштаб движения доллара к рублю в 90-м году, то есть вот эта палка, то есть я подробно об этом говорил, мы разбирали, задал масштаб предстоящих событий. Он определил их вот с этой предысторией, как по времени на 40-50 лет неспокойных, так и по размаху возможных колебаний. Мы там прям циферки потихонечку разбирали. Отмечу, что сейчас мы находимся в последних 20% этой временной оценкой, то есть в последних 20% этих 40-50 лет. Но предостерегу, что 40-50 это минимальная оценка. Дальше мы будем корректировать в соответствии с динамикой, которую будем вправо дальше сдвигать. Но с 1990 года, исходя из технического анализа, характер дальнейшего сценария динамики доллара к рублю был с очень высокой вероятностью предопределен. Дальше речь шла уже только о масштабах дальнейшего падения курса рубля. Еще раз подчеркну, падение рубля было не причиной предстоящих событий, а лишь отражением и следствием принятых политико-экономических решений и действий. Грубо говоря, обычного воровства. Период 90-93 года был наполнен чередой суперкатастрофических событий. Это и ускорение развала внешних рынков СССР, развал внутреннего рынка с разрушением в 1991 году самого СССР. В этот период уместились и два путча 1991 и 1993 года. Путч 1991 года был средством борьбы за власть между Ельциным и Горбачевым и вылился в развал государственности и распад самого СССР. Процесс развода республик был торопливый и неприглядный. Вследствие спешки и страха он оставил очень много нерешенных вопросов и создал много противоречий, влияние которых сказывается по сегодняшний день. Сейчас мы посмотрим. Вот это у нас 91 год. Вот так вот закончил, вот так вот повлиял первый путч. Это его результаты. Это 92-й. И это 93-й. Вот конец 93-го года. Год второго путча. Путч 93-го был логическим продолжением путча 91-го, но делили уже не княжество, как в 91-м, а непосредственное содержимое российского княжества. К 93-му различные управленческие группировки подошли к невозможности достижения договоренности по поводу того, кому что отходит. По традиции того времени начался рамсобой. И как тогда выражались, у здания Думы забили стрелку. Победила группировка, которую возглавлял Ельцин, и окормляли западные тогда еще как бы партнеры. Но как потом всего через каких-нибудь 10-15 лет выяснилось для нас, для большинства наивных граждан, что это были, как и предыдущие несколько сотен лет, алчные и безжалостные противники. Имеется в виду наши противники. Процессы этих 3 лет с точки зрения рассматриваемого нами поведения курса доллара к рублю выразились в катастрофе. Рубль упал до 1300 советских рублей или до 1 рубля 30 копеек
сегодняшних. Казавшийся невероятным темп падения рубля в 90-м в 5 раз. Вот он, 90-й год. Мы его даже не видим сейчас уже. За последующие 3 года был превзойден в 260 раз. В итоге с 90 по 93 год рубль упал в 1300 раз. Все сбережения поделились на это число. Эпоха 50-летия с 30-х по 80-е, вместившая в себя коллективизацию и индустриализацию, самую страшную войну в истории человечества, получение доступа к ядерной и термоядерной энергии, полет в космос, на графике курса рубля к доллару превратилась в почти прямую линию по сравнению с тем, что происходило в те 4 года, которые мы только что посмотрели. Вы можете вернуться, глянуть график. Объясню то, почему я так нещадно злоупотребляю вашим вниманием и так подробно, начиная с 30-х годов прошлого века, ползу по графику доллара к рублю и еще гружу вас всякими историческими событиями. Я пытаюсь показать вам 2 вещи. Во-первых, сначала где-то в глубине политико-экономического организма происходит борьба и принимаются решения в результате этой борьбы. То есть в результате действия и противодействия происходит выбор сценария. Потом начинается его реализация. И где-то между борьбой и началом реализации происходит первое отражение этих событий в какой-то финансово-экономической информации. Как правило, незамеченной. В данном случае в курсе доллара это дело происходило, наверное, 89-й год. Это хорошая иллюстрация того, как произошло незамеченное никем практически событие. Последующее же масштабное движение курса только отражает уже те события, которые произошли, и те решения, которые были приняты ранее. А они, соответственно, принимались, в общем, когда перестройка начинала затеиваться и когда рисовался ее сценарий. Последовательность именно такая. Движение каких-либо курсов или индексов – это только отражение части общего процесса. Во-вторых, я покажу вам в последующих темах и роликах, что происходящие сейчас в мире события с точки зрения политики и экономики более близки к 2 периодам. Или к событиям середины-конца 30-х годов, или к событиям конца 80-х, начала 90-х годов прошлого века. И с этой точки зрения рассмотрение истории динамики курса доллара к рублю с 30-х годов прошлого века по сегодняшний день – это своего рода психологический тренинг по возможным предстоящим событиям. Подчеркиваю, это не прогноз «шеф, все пропало». Это демонстрация на реальной истории, что события могут превзойти любые, даже смелые ожидания. Но очень важно понять, что как никогда не бывает прямого повторения событий в истории, так не бывает повторения рыночных движений. Даже аналогии работают не всегда адекватно. Но некоторое понимание, а самое главное готовность к масштабу возможных перемен, а не обязательно, которые произойдут. То есть из исторических котировок подчеркнуть можно. Но то, как я сейчас провожу анализ и устанавливаю причинно-следственные взаимосвязи, можно сделать только на истории котировок. То есть смотреть котировки и обращаться к событиям. Это происходит потому, что мы, простые смертные, не можем иметь инсайдерской информации о сути того, что происходит в глубине политико-экономического механизма. Эта информация, значимая для формирования тенденций в рамках какого-либо инструмента, если появляется, то, как правило, в последней трети тренда того инструмента, на который мы смотрим. Это фундаментальная рыночная закономерность. Она основана на наблюдениях и статистике и моих, и многих других участников рынков. Запомните, новости появляются в последней трети тренда.
Предостерегаю от поспешных выводов, типа того, что я предрекаю некий катаклизм. Особенно завтра или послезавтра. Нет. Далее вы увидите, что ситуация развивается постепенно. Некоторые сценарии становятся более вероятными, а некоторые начинают утрачивать вероятность своей реализации. Еще раз подчеркну. Для того, чтобы произошли мгновенные изменения, как в реальной жизни, так и на рынке, необходимо развить бесконечную мощность. А это невозможно. Наверное, именно это имел в виду великий комбинатор, произнося великую фразу: «Скоро только кошки родятся». Масштаб девальвации рубля в период с 90 по 93 год отражал масштаб разрушения советской экономики, ну, то есть, соответственно, разрушение промышленного капитала и вывоз финансового капитала. Главных причин этого разрушения было две. Первая причина – потеря СССР внешних рынков и начало разрушения вследствие этого отраслей с глубокой степенью переработки. Масштаб воздействия этого фактора колоссален. Социалистический блок контролировал до 30% мировых рынков. К примеру, СССР выпускал около 30% гражданских самолетов. ВВП СССР был около 25% от мирового. Его доля в мировом ВВП была больше, чем сейчас доля ВВП США в мировой экономике. То есть сейчас она 17-20%. И, например, экономика Украины была больше экономики ФРГ. А экономика Болгарии почти в 2 раза превосходила экономику Турции. В конце концов, экономика СССР в конце 80-х была более чем в 2 раза больше, чем экономика Китая. Начало потери внешних рынков было положено конформистской политикой Горбачева. Для того, чтобы почувствовать то, чем на самом деле была по масштабам экономика СССР и чем был социалистический лагерь, достаточно понять, что все сейчас полетевшее с гиперзвуком, ядерно-беспилотно поплывшее под водой, собравшееся ядерным способом морозить космические просторы и все наши С-400, С-500, Арматы, Ратники и так далее, это все вырезанные из СССР в 90-х, замороженные и приготовленные для трансплантации во вражеские организмы наши неокорганы. Но при заморозке и подготовке к перевозке Путину в 2000-х удалось их перехватить и отправить обратно на вживление в сильно измотанное, обрезанное и обескровленное к тому времени тело России. Мифотехнологическая отсталость СССР – бредни тех, кто в силу пониженных интеллектуальных способностей и жадности решил при поддержке наших западных противников прибрать наиболее безопасные для Запада сырьевые отрасли, пожертвовав при этом всей остальной мощью Советского Союза. Пример опровержения этого бреда – история поставки в США ракетных двигателей РД-180 и РД-181. Первоначально планировалось, что их производство будет осуществляться в США. Но Штаты не смогли осуществить технологию их производства. Аналогично с поставками ядерного топлива. Штаты покупают его у нас не от любви к нам или братских чувств. Просто себестоимость наших технологий почти в 10 раз ниже американских. И так по многим другим вещам. От систем РЭП, ядерного МОКС-топлива, до реакторов на быстрых нейтронах. Вторая причина масштабного разрушения экономики России в 90-х – это разрушение и утрата внутренних рынков СССР и внутреннего рынка России. Вследствие этого деиндустриализация России в 90-х, в начале 2000-х. Это тоже были колоссальные объемы. Они сопровождались разрушением перерабатывающей промышленности, разрушением кооперативных связей и сложных технологических цепочек. Причины этого разрушения, как я ранее сказал, были в стремлении части номенклатуры быстро вырвать и приватизировать сырьевые отрасли. Условием поддержки Западом этих планов было его непосредственное участие в этом празднике и уничтожение экономической основы военной и политической мощи СССР. Прием, которым Западом была прикуплена эта новоиспеченная элита, был чуть сложнее того, на который повелся Горбачев, но по своей сути ничем не отличался. С одной стороны, российская новая элита частично сама стала собственником или представляла интересы западных собственников в приватизированных сырьевых отраслях.
А с другой стороны, в ней создали иллюзию, что она сможет стать частью западной элиты, но уже не самой верхней ее части, а пониже. Первым, кто публично в этом усомнился, был Путин. Но не думаю, что он хоть на дюйм хоть когда-нибудь реально верил в искренность Запада в этом вопросе. Это никак не стыкуется с его неординарными умственными способностями и опытом разведдеятельности. Некую аналогию нарушений технологических цепочек и кооперативных производственных связей, происходивших в России в 90-х, мы можем наблюдать и сейчас. Не чувствуете дежавю в терминологии? Зачатки очень похожих событий просматриваются сейчас на Западе. Это выражается в появившихся задержках поставок электронных компонентов, комплектующих, топлива, еды и прочего. Усиливающиеся протекционистские меры и санкционные действия грозят резко ускорить эти процессы. Когда мы посмотрим на динамику индексов ВВП товаров и валют под несколько иным, я бы сказал, под золотым углом зрения, вы увидите, что причиной это является не ковид. Он только повод реализуемых действий, скрывающий их настоящую причину. Настоящая причина – новый раунд борьбы за глобальные рынки сбыта. В условиях очередного обострения кризиса достижения границ расширения в рамках углеводородно-молекулярной техноэнергетической эпохи. Сейчас это называют глобализацией. Но здесь прямая аналогия с основной экономической причиной начала Второй мировой войны. В ней дорешивалась одна из задач, которая не была решена Первой мировой – передел рынков между США и Британской империей. Сейчас вместо Британии Штаты, а вместо Штатов сейчас Китай. Если в 90-93 году курс доллара был отражением борьбы нескольких группировок за сценарий приватизации и тех катастрофических изменений в экономике, которые были следствием этой борьбы, то последующий период 94-96 годов отражал победу группировки, которую сейчас называют либералы, и реализацию их модели приватизации и построения государства. Движемся по этим годам. Вот это у нас 93 год. Вот у нас выходит 94 год, 95, 96. Вот 96 год. Этот период – это резкое усиление оттока капитала и катастрофическое падение доходов государства вследствие приватизации наиболее работоспособной на тот момент части промышленности. Как следствие, масштабные бюджетные и внешнеторговые дефициты. 1996 год, вот этот вот, вторые выборы Ельцина. Этот период тогда называли симбанкирщиной. К середине 1995 года курс доллара дошел с 1300, вот отсюда, в 1993 году, до 5130. Вот примерно до сюда. Брежневских рублей за доллар. На графике это сегодняшние 5 рублей 13 копеек. Вот он максимум. С удачным проталкиванием Ельцина на второй срок президентства негативные процессы в экономике продолжались, что отразилось в росте доллара к концу 1997 года до 6 рублей. Вот 97 год. 6 рублей. Вот здесь. К началу 98-го в экономике накопилось большое количество средних и долгосрочных диспропорций, которые выразились в начавшем расти геометрической прогрессии в государственном долге. Помимо этого резко обострилась борьба между различными экономическими кланами за остающуюся еще у государства вкусную собственность. Это противоречие разрешилось дефолтом, который, с одной стороны, позволил частично реструктуризировать коммерческую часть государственного долга, а с другой уничтожил часть ресурсов, конкурирующих за госсобственность группировок. Поскольку с начала 90-х экономика страны стала очень сильно зависима от состояния рынка нефти, поводом и благовидным объяснением для дефолта послужило падение нефти до $10 за баррель.
Вылилось это в еще одну пятикратную девальвацию рубля. С 6 рублей в начале 98-го, вот отсюда, вот он 98-й его начало, вот девальвация идет 98-го года, до 27 рублей в 99-м, 2000 годах. Вот 99-й, вот 2000-й. Перед девальвацией в начале 98-го года, вот здесь, была проведена деноминация рубля в 1000 раз. Деноминация – это когда у всего убрали по 3 нуля. И у цен, и у счетов. Так и появились современные рубли. В 1998 году в результате очень жесткой и бескомпромиссной борьбы в той тяжелейшей экономической ситуации, в которой оказалась страна, премьером стал Примаков, выдвинувший еще двух спецов советской школы. Геращенко начальником ЦБ и Маслякова вице-премьером. Им в течение нескольких кварталов удалось затормозить и развернуть к росту падения экономики. В период 1999-2001 годов экономика росла двузначными темпами по 10-15% в год. В 1999-м, несмотря на выдающиеся результаты в экономике, Ельцин, опасаясь конкуренции с Примаковым, снял его с должности премьера и заменил на Степашина. Здоровье Ельцина, а вместе с ним способность к управлению государством ухудшались. И в качестве преемника Ельцин в конце 1999 года выбрал Путина. На вопрос, которым тогда задавался Запад, who is мистер Путин, я бы ответил, это наш тирец, дослужившийся у вас до вашего Гитлера. Путин стал главой государства. Какого государства? Ответ на этот вопрос важен для дальнейших трактовок курса доллара и его динамики. А самое главное, для трактовки подоплеки этой динамики. Как мы выяснили ранее, часть номенклатуры, которая провела реформы конца 80-х, начала реформы 80-х годов, потеряв управление над частью процессов, перешла к преобразованиям 90-х. Эта часть номенклатуры начала формироваться с середины 50-х годов прошлого века. Через Кусина она уходит своими корнями непосредственно к Троцкому. В течение 35-40 лет с середины 50-х по 80-е годы прошлого века эта властная группа росла, набирала аппаратную мощь и формировала свою экономическую базу. Я употребляю термин «политическая группировка» в том смысле, в котором его ввел в обращение Михаил Хазин в своей книге «Лестница в небо». Очень рекомендую прочитать всем, кому интересна реальная природа и механизмы власти. Причем не только в России. На мой взгляд, эта книга описывает природу глобальных международных властных процессов, которые происходят сейчас. О материально-биологической основе власти очень интересно и предметно говорит Сергей Савельев. Так вот, группировка, проводившая преобразование 90-х, помимо того, что подошла к ним с приличными, даже по международным меркам, капиталами, ко всему прочему имела огромный аппаратный административный ресурс. И не меньше опыт в создании таких ресурсов. Те из вас, кто сталкивался с управлением больше хотя бы 100-150 человек, очень хорошо понимают, что такое опыт создания управленческих структур. Государственную машину в течение 10 лет она формировала в целях проведения приватизации за счет приватизированного имущества. А ресурсы там были циклопические. Перераспределенная в то время собственность – это не менее триллионов долларов сейчас. Такой ресурс вместе с огромным опытом и ресурсом государственного управления позволил создать очень мощную, хорошо контролируемую и управляемую ее создателями государственную машину. Она выражала, проводила и защищала интересы триллионных капиталов и сотни миллиардных ежегодных денежных потоков и выводов капитала за рубеж. Цели, которые ставила перед собой эта группировка, с очень большой вероятностью вели к
к развалу страны на части, по типу развала СССР. К концу 90-х это выразилось в набиравшем силу сепаратизме регионов, апогеем которого стала Вторая Чеченская война, начавшаяся в 1999 году. Формально контртеррористическая операция, связанная с ней, закончилась только в 2009 году. Возрастание риска распада РФ выразила динамика доллара в 1998-1999 годах. Вот эти вот две палки. Они были логическим продолжением всей сформировавшейся с 1990 по 1997 год конфигурации динамики доллара к рублю. Вся вот эта конфигурация – это основа того, что произошло потом. По крайней мере, с технической точки зрения. Но, естественно, внутри всего этого лежит политика и действия. Президентом вот такого государства и стал Путин. В истории есть несколько примеров ситуаций, когда президенты стран вступают в борьбу с главенствующими на тот момент в стране элитами или политическими группировками. Один из них – президент США Кеннеди, покойный. Другой пример – президент США Никсон. В отставку отправили. Первый президентский срок Путина с 2000 по 2004 отметился практически нулевым ростом доллара. Вот этот период. Вот 2004 год. Двухтысячный, 2001, 2002, 2003, 2004. То есть вот это первый президентский срок Путина. На нем даже никак не отразился арест Ходорковского в 2003 году. Вот здесь. Стабильности рубля и работоспособности либеральной модели экономики, сформированной в России в 90-е, способствовал бурный рост нефти. С природной причиной этого роста мы разберемся позже, когда будем смотреть сырьевые рынки. Но заметьте, все, что сейчас ядерно и на гиперзвуке полетело, и ядерно поплыло, начало вживляться обратно в тело России именно вот тогда, вот в это время. Когда была Вторая Чеченская, Беслан, Дагестан, Дубровка и взрывы в метро. Сейчас же отметим, что рост нефти продолжался фактически до окончания второго срока Путина. То есть до 2008 года. Вот до сюда. Курс все это время оставался стабильным. Но приседал по чуть-чуть. Это коррекция была небольшая. К этому моменту, то есть к середине 2008 года, курс доллара к рублю с пиков 32 рубля, вот отсюда, опустился примерно на 20-25% до 23-24 рублей за доллар в начале 2008 года. Помимо нефти, ослаблению доллара способствовали начавшийся в США и на Западе экономический спад, который, как мы увидим, когда будем рассматривать ВВП и индексы под правильным углом зрения, продолжается и до сих пор. Фактически 20% усиление рубля с 2000 года по 2008 было валютно-финансовым результатом 8-летнего пребывания Путина у власти. Последующие события с девальвацией рубля, начавшиеся в 2008, в основном связаны с эскалацией Западом противостояния с Россией со второй половины 2000-х. Но и в очень немалой степени связаны с вынужденным тогда в 2008 году и так ожидаемым сейчас Западом и либеральной общественностью так называемым трансфертом власти. В 2008 президентом стал Медведев, но перед этим в 2007 Путин произнес свою мюнхенскую речь.
Судя по выражению лиц президентов и премьеров, участников того саммита, по обычаям и понятиям того времени, то, что сказал Путин, и то, как он это сделал, было немыслимо. Ответ не заставил себя долго ждать. Волшебным образом совпавшие падение нефти в 2008 и грузинский конфликт прекратили коррекцию доллара к рублю. 2008 год, 2009. Но и без этого дальнейшая коррекция, вот здесь, доллара вниз, по техническим причинам всей картины доллара с 50-х по 2008, то есть вот отсюда. То есть вся вот эта картинка, которую мы разбирали, вот эта картинка и вот эта. По техническим причинам всей этой картины была в тот момент уже крайне маловероятна. Начиная года с 2006, примерно вот с этого места, вероятность дальнейшей коррекции постепенно уменьшалась. С одной стороны, это отражало то, что в настоящий план Запада ни в коем случае не входила сильная процветающая Россия, а с другой, тогда уже, похоже, возникло ощущение, что надвигается третье обострение кризиса технологической эпохи. А значит, пришло время доставать консервы и запасы перед охотой на нагулявший упитанность Китай. Консервами и запасами предписано было быть России, ну то есть нам с вами. С уровня 23 рубля доллар быстро сдвинулся в диапазон 29-35. Вот так вот. Это произошло буквально за полгода, за конец 2008 и начало 2009. Еще раз подчеркну, доллар не основная и не единственная цель произошедшего тогда воздействия и тех процессов, которые происходили. Цель была комплексная. И курс доллара, и сам доллар, безусловно, входили в нее как составляющая, но не более как средство. То есть это только средство или, скажем так, элемент отражения того, что происходило. Весь характер картины с 50-х годов по 2008 более вероятным делали сценарий ухода доллара в 2008-2009 сразу в область выше 43-45. То есть, вот, вернее, 45-50. То есть выше вот этой вот области. То есть это было наиболее вероятное состояние, в которое должен был рынок перейти по характеристикам всей вот этой вот картины. Или выше вот этой области. 75-80. Этот сценарий доллара к рублю соответствовал бы тому, что Россия должна была завязнуть в грузинском конфликте и попасть под непрекращающуюся череду санкций и международного давления. И тем самым полностью утратить возможность активно реагировать на другие международные вызовы, которые последовали позже, через несколько лет. Такой сценарий доллара, если бы он состоялся, свидетельствовался бы о возникновении непосредственной угрозы существования России как государства. Но такой сценарий тогда не реализовался. Небольшие пояснения по поводу моих политических и событийных иллюстраций. Они ни в коем случае не претендуют на полноту и исчерпывающую правильность объяснений причин и следствий движения на рынке. В основном я просто набрасываю по ходу динамики доллара попутные события, чтобы немного оживить шкалу времени сопутствующими событиями. У нас нет цели дотошных и безупречных объяснений причин и следствий. Нам это болтовня по большому счету ни к чему. В реальном анализе она только запутывает, поскольку невозможно определить, с какого места графика эти события начинают влиять. И в реальной жизни публичные проявления событий начнутся ближе к последней трети значимых тенденций. На мой взгляд, в реальной жизни принимать решения на рынках на основе новостей или другой публичной информации – прямой путь к потерям. Весь новостной фон именно на это и направлен. То есть на то, чтобы генерировать типовые реакции, то есть типовое поведение. Поэтому все, что я говорю о параллельных событиях, не более чем басни развлекалки. Чтобы не было совсем мучительно и скучно слушать. Борьба за влияние на Ближнем Востоке в 2008-2009 годах только еще набирала силу. Сланцевый газ не способен был в одиночку взять под контроль Европу. И наряду с планами постепенной блокировки поставок российского газа через Украину необходим был альтернативный газ. Им мог бы стать
большой газ Катара через территорию Сирии и туркменский газ через Турцию. Но это были будущие битвы, способность адекватного участия в которых Россия должна была утратить, завязнув в Грузии. Но этого не произошло. Как это удалось Путину, будучи к тому моменту только премьером, сказать сложно. Но на сегодняшний день Катар – акционер Роснефти и конструктивный партнер России по взаимодействию на рынке газа для его регулирования. По всей видимости, именно тогда, в 2008-м, Путин и принял окончательное решение для себя вернуться на пост президента. По совокупности всех факторов, в том числе и Фукусимской аварии, в начале 2011 года сложилась высокая вероятность того, что нефть могла в своем восстановительном движении уйти в зону 130-150. Фукусима в 2011 сыграла достаточно странную, какую-то двоякую, не до конца понятную роль. С одной стороны, она должна была свалить японский Никей ниже минимума 2008 года. И Япония должна была погрузиться в какой-то там совершенно сумрачный кризис. Но этого не произошло. С другой стороны, отключение японских, а затем немецких АЭС снизило спрос на уран. Но одновременно повысило спрос на углеводороды, которые в плане энергии замещали уран. В итоге это привело к восстановительному росту цен на нефть и газ после падения в 2008. Но, по всей видимости, это предотвратило лихой дефицит на рынке низкообогащенного урана для АЭС США. А для его закрытия, то есть для закрытия этого дефицита возможности тогда, как и сейчас, есть только у России. Это бы привело к еще большему усилению международных позиций Росатома и однозначно усилило бы Россию и рубль. Но тем не менее, достаточно крупные атомные мощности Японии были замещены на американский, катарский и австралийский сжиженный газ. Это, с одной стороны, помогло быстро отстартапить рынок СПГ и ввести его в моду. То есть создать определенный дефицит на рынке газа. И, соответственно, это позволило ввести в рынок газ в другой упаковки. То есть, грубо говоря, газ, упакованный в трубах, это одно. СПГ газ – это совершенно другая упаковка. Фактически это новый товар. Вот таким вот образом он на рынок и ввелся. С другой стороны, это позволило сделать ввод этого товара на рынок без Китая, консервируя его на время в рамках угольных мощностей, не позволяя сформировать организованный мощный спрос со стороны Китая на газ. То есть для того, чтобы не провоцировать его для продвижения на Ближний Восток и не провоцировать его на углубление отношений с Россией. Тем не менее, Фукусима, опуская рынок урана все-таки поддержала рынок углеводородов, одновременно создавая дополнительную конкуренцию на нем между Японией и Китаем. Также цены на углеводороды в 2011 году поддержало нападение западных стран на Ливию, поскольку привело к падению добычи в стране на 1 миллион баррелей в сутки. По совокупности всех этих факторов рынок нефти после обвала в 2008 с уровня $130-140 в 2011, вот здесь, то есть вот в это время, вернулся к уровню $110 за баррель. Это поддержало рубль. И к началу 2011 года, то есть вот в первой половине вот этой свечи, сложилась конфигурация рынка доллар-рубль, в которой возникла предпосылка к усилению корректировки доллара вниз. Куда-нибудь вот в эту область. Вот сюда вот куда-нибудь. Критерием увеличения этой вероятности этого сценария был пробой минимума 2011 года, 27.15. То есть вот этого места. Для предотвращения возвращения Путина и усиления политических позиций России, для ее дискредитации и ослабления рубля были организованы процессы, приведшие к концу 2011 к Болотной площади. В совокупности с финансовой атакой на рубль болотные события, как фактор дестабилизации политической ситуации, подняли доллар выше 32 рублей, реализовав тем самым технический критерий уменьшения вероятности усиления рубля. То есть как только в 2011 году рубль поднялся выше 32 рублей, он резко снизил вероятность возможности коррекции вниз. К
началу 2012 года эти волнения и атака на рубль сформировали критерии увеличения вероятности теперь уже ослабления рубля. То есть они выставили критерий движения рубля в обратную сторону. Это был пробой вверх максимума 2011 года. 32 рубля 85 копеек. То есть вот этого максимума. Это было критерием того, что локально рубль, увеличилась вероятность того, что локально рубль начинает, возникли предпосылки для ослабления рубля к доллару. Но угрозах новыми санкциями и шумихи западных СМИ по поводу возвращения Путина на третий президентский срок, этот критерий после болотных выступлений был реализован в 2012. В 2012 году был пробит максимум 2011 года. Это было критерием дальнейшего ослабления рубля. После этого с новой силой открылись санкции. То есть после избрания Путина. Напомню, что первые санкции были введены еще до грузинских событий 2008 года. То есть это 2005-2006 год. Их целью было удушить технологическое и экономическое развитие России. По всей видимости, у наших партнеров уже тогда были косвенные разведданные о направлении ведущихся в России разработок. Полагаю, что и реализация программы SSG-100 было одним из прикрытий для ввоза некоторых аэростроительных технологий для использования их в военном самолетостроении. После 2012 года сформировались два очень мощных и достоверных критерия для резкого увеличения вероятности продолжения роста доллара. Это последовательный пробой вверх максимума 2012 года, вот этого, 34 рубля 20 копеек, и максимума 2009 года, вот этого, 36 рублей 80 копеек. Наиболее опасным был бы пробой вверх уровня 36,80, то есть вот этого максимума 2009 года. Это окончательно убивало бы возможность в обозримом будущем коррекции доллара ниже уровня 27,15, ниже вот этого уровня. То есть если происходит пробой вот этого, вероятность пробоя вниз и продолжения там коррекции вниз, сразу же становится вероятность этого очень низкой. Дальнейшее ослабление рубля в силу конъюнктуры на рынке нефти было предопределено с достаточно высокой вероятностью. Предстоящий обвал нефти в 2014 году носил очень высокую вероятность. В силу сценария событий обвала нефти в 2008 году. То есть 2008 год он, в общем-то, предопределил 2014. Вопрос был только во времени начала второй волны удешевления нефти, глубины этого падения. Это прогнозируемое падение нефти в любом случае ослабило бы рубль к доллару. С точки зрения развития кризиса углеводородно-молекулярной техноэнергетической эпохи, это ослабление рубля означало бы дальнейшее переложение бремени этого кризиса на производителей нефти, в том числе и на Россию, через снижение их доли в конечном потреблении. Это снижение доли в конечном уровне потребления реализуется через ослабление национальной валюты к корзине валют. И пока с хорошей точностью отражается в падении к доллару. Падение к доллару эквивалентно более высокой, чем у доллара скорости падения валюты к золоту. То есть если валюта падает к доллару, то к золоту она падает быстрее, чем доллар. А это отражает более высокую, чем у доллара, товарную инфляцию по этой валюте, что и является механизмом снижения доли национальной экономики в конечном мировом потреблении. Тогда возможно было два сценария ослабления рубля. Первый сценарий – экономический. Это ослабление рубля вместе с падением нефти в третьем-четвертом квартале 2014 года до диапазона 45-55 рублей. То есть примерно вот в эту вот область за доллар с последующей консолидацией. И, возможно, с поиском коррекции в область, ну, куда-нибудь вот сюда вот. Может быть, даже в район 20-25 рублей за доллар. Это был бы частично экономический сценарий. Типа падает нефть, пропорционально падению нефти падает рубль. Но тогда начал реализовываться более агрессивный геоэкономический сценарий. В отличие его от экономического заключалось в том, что в дополнение к идущим на тот момент процессам заключения трансатлантического и транстихоокеанского партнерства и экспансии в Сирии и Ливии, под полный контроль в 2014 Штатами вместе с Украиной брался бы и Крым.
Это вытесняло бы из него российскую военную базу, предопределяло появление в Крыму американской военной базы и через проекцию военной силы резко усиливало бы контроль американцев над Украиной и всей ее газотранспортной системой, усиливая контроль и давление тем самым на Европу. Также это закрыло бы все китайские транспортные проекты через Украину. Усиление возможности давления на Европу увеличивало вероятность продавливания трансатлантического партнерства, что вместе с контролем над газотранспортной системой Украины должно было поставить Европу в сильно уязвимое и совсем зависимое от США состояние. Дальнейшее усиление зависимости Европы становилось возможным через уменьшение влияния России в Черном и Средиземном морях и минимизацию возможности ее влияния на сценарии, проходившей тогда экспансии в Сирии и Ливии. Это, с одной стороны, резко снижало вероятность прокладки Южного потока и усиливало контроль Штатов над Голубым потоком, который в Турцию идет. А с другой стороны, резко увеличивало бы вероятность прокладки в Европу газопровода Катар, Сирия, Южная Европа. Таким образом, контролируя поставки газа из России в Европу и Турцию из Ближнего Востока, совокупно с трансатлантическим партнерством и возможностью усиления контроля над Турцией и китайскими транспортными проектами, Европа ставилась бы под очень жесткий экономический контроль. Такое развитие событий в Европе позволило бы получить экономический ресурс, который мог быть направлен на реализацию транстихоокеанского партнерства. Подчеркиваю, что в силу необходимости серьезных инвестиций в либерализацию инвестиционных и торговых режимов в Юго-Восточной Азии при заключении транстихоокеанского партнерства источником этих инвестиций должна была быть Европа после усиления ее контроля и полной зависимости. Без этого источника финансирования затраты по транстихоокеанскому партнерству напрямую легли бы на Штаты. Вместе с организацией контроля над Европой, дисконтированием китайских транспортных инициатив и увеличением вероятности заключения транстихоокеанского партнерства, этот геоэкономический сценарий через усиление американских военно-технических возможностей в Крыму предполагал формирование проекции непосредственных военных возможностей на европейскую часть России, Поволжье, Приуралье, Кавказ и Закавказье. Это создавало возможность серьезно влиять на сценарий на Кавказе и Закавказье, а также сильно бы поменяло рисунок взаимоотношений с Ираном, Россией, Китаем и Индией. Также усилившиеся возможности США в Черном море, контроль над Сирией и Ливаном и союзнические отношения с Саудовской Аравией, Катаром и Израилем ставили бы весь Ближний Восток под полный военно-политический контроль. Это должно было быть дополнено обвалом нефти в конце 2014-2015 году и взятием всей нефти и газодобычи Ближнего Востока под полный контроль. А вместе с ними из всего мирового рынка энергопоставок. Сланцевая нефть, как балансирующий и дополняющий элемент, как проект, была рентабельна только при реализации всей описанной схемы полностью. При таком сценарии ни ОПЕК+, который был организован Россией в 2015, даже речи быть не могло. Реализация этого геоэкономического сценария в его идеальном варианте означала бы практически полную монополизацию мирового энергетического рынка. Постановка вслед за Европой под полный контроль торговых и энергетических потоков Китая и Индии в основном завершила бы изначальный силовой этап глобализации в том виде, как она изначально и планировалась. Получение в этом случае контроля над Россией через организацию полной военно-политической изоляции и торгово-экономической блокады было бы вопросом времени, российского терпения и российской же непредсказуемости. Фактически это был вариант блицкрига в борьбе за мировое господство для той части мировой элиты, которая стояла за этим сценарием. Это описание не следствие какого-то инсайда или какой-то информации, а конструирование идеального сценария, то есть крайней точки риска для России, которые тогда возникли. Типа как ужасно или как замечательно, в зависимости от точки зрения, могло бы быть, если бы. Ну, типа там, если бы у бабушки что-нибудь было бы, она была бы дедушкой. Начало и высокая вероятность успеха такого сценария для России представляли риски, сопоставимые с рисками, возникшими в 1991-1993 годах.
То есть это были риски масштаба существования самой России. Чувствуете перекличку с фразой Путина? А зачем нам такой мир, в котором не будет России? Поэтому в случае высокой вероятности реализации этого геополитического сценария курс доллара в 2014 году, стартовав в первом квартале с событиями на Майдане, должен был, как в 1991, что мы смотрели в прошлом ролике, быстро преодолеть все проектировки статистически наиболее вероятных зон и уйти существенно выше. Этот порог тогда находился выше 115-120 рублей за доллар. То есть выше вот этого места. Это означало, что при высокой вероятности реализации этого наиболее негативного для России сценария доллар, бодро стартовав в первом квартале 2014 года и реализовав критерии продолжения макросценария своего роста, то есть пробой максимума 2012 года и пробой максимума 2019 года, в течение 2014 года должен был улететь как минимум за область 115-120 рублей за доллар. То есть вот сюда. Мы на графике перешли в кварталы из годовых свечей. Теперь одна свеча, один квартал. Но доллар во втором квартале, возьму вот так вот, чтобы лучше было видно. Вот он, второй квартал. Во втором квартале вот эта маленькая черная свечка сразу после возврата Крыма споткнулся. Гробовое молчание Запада тогда, в первые дни, означало, что никто не мог поверить в то, что из всей этой идеальной конструкции кто-то посмел выдернуть самый главный гвоздь, на котором, как казалось, все и держалось. Отсутствие во всей идеальной конструкции главного военно-политического фактора Крыма мгновенно и кратно утяжелило стоимость необходимых военных ресурсов и экономику всей схемы. И ресурсов не хватило. Политика Трампа была фактически подтверждением этого. За ним стояла та часть элиты, которая осознавала, что в сложившейся ситуации блицкриг провалился. А ресурсов и времени на НАТО, на Ближний Восток и Восточную Европу с 2001 года было потрачено очень много, триллионы долларов. И на последующую экспансию в том виде, в котором она теперь предстояла, ресурсов уже было недостаточно. Помимо этого, Китай из ресурса поддержки политики и экономики в качестве источника дешевой рабочей силы начал к концу нулевых превращаться в технологического конкурента и самостоятельного игрока. Поэтому необходима была консолидация сил и перегруппировка, для чего и требовался стратегический отход, своего рода выравнивание фронта. В случае сочетания Майдана с вытеснением российского флота из Крыма и размещением там американской базы и обвалом нефти в 2014 по доллару должен был реализоваться сценарий ухода как минимум выше 110-120 долларов. Такое развитие событий могло ставить под сомнение существование самой России в недалеком будущем. Но Россия, используя позицию в разрешении сирийского конфликта и получив кредит доверия Асада на процедуре уничтожения сирийского химического оружия, смогла в 2015 после Крыма убедить Асада обратиться за военной помощью в урегулировании внутренней ситуации в стране. Это был слабый, но уже козырь военного присутствия на Ближнем Востоке. Используя его и несколько других противоречий, России удалось создать в 2015 формат ОПЕК+. А это в совокупности с военным присутствием в Сирии и нескольких других факторов резко снизило политико-экономические последствия обвала нефти в 2014-2015 году. Подчеркиваю, этот обвал после падения нефти в 2008, исходя из технического подхода, был фактически предопределен. То есть он был вторым, планируемым и подготавливаемым элементом падения нефти после 2008 года. А значит, на него, как и на обвал в 2008, были израсходованы всякие разные ресурсы, причем очень немаленькие. Но в условиях, когда не удалось вытеснить Россию из Крыма и связать в войне сначала в Грузии, а потом на Украине,
лишив тем самым оперативных возможностей на других театрах, а Болнефть в 2014 уже выглядел неподготовленным и не вел к достижению стратегических целей. В этой ситуации это могло решить только какие-то тактические задачи. Мы опять вернулись в годы. Здесь у нас график доллара к рублю в годах с 20-х годов по 2015. В начале 2014 года был реализован критерий долгосрочного роста доллара. Пробой вверх 36.75. Вот этого уровня. 2014 год его пробил. Это завершило подтверждение импульсности волн, сформированных долларом в 1920-1956 году. То есть вот в этом периоде у нас была волна. И в 1990-2003 году. То есть вот эти вот две волнушки. Вот эта волна и вот эта. Формальным подтверждением этого стало недостижение коррекции 2003-2012 года уровня максимума 1957 года. То есть вот этого места. Тогда доллар был 0,1 копейки. Конечно, этот уровень был тогда в 30 тысяч раз ниже, чем уровень цен 2003-2012 года и в 70-75 тысяч раз ниже, чем сейчас. Но это формализм технического анализа. Очевидно, что в условиях 2003-2012 года возможность ухода к этим уровням была даже не сказочной фантастикой, а тем, что без замысловатого, как минимум трехминутного мата выразить нельзя. Но на всякий случай, чисто теоретически, эта возможность не закрыта и сейчас. Не в смысле поматериться, а в смысле сходить так глубоко доллару. На момент пробоя максимума 2009 года, вот этого места, в 2014 мы стали иметь две последовательных импульсных волны. Вот эту и вот эту. Обратите внимание, первая волна, то есть середина 30-х, конец 50-х, это 20-25 лет. И следующая волна, которая началась в 90-м и продолжается сейчас, тоже она как минимум 30-35 лет. То есть очень хорошо ложится во временную проектировку Фибоначчи, по которой длина третьей волны Элиота, то есть это вот та, которая сейчас продолжается, по времени должна быть в 1 или в 1,5 раза, то есть она либо такой же длины, либо в 1,5 раза больше, чем первая волна. В принципе, вот для этого нам нужна была история 20-х годов, то есть чтобы мы могли показать именно вот эту штуку, то, что связано с третьей волной Элиота и с Фибоначчи, то есть что все-таки это работает в какой-то степени. Даже на таких длинных промежутках времени и на таком безумии, как рубль-доллар. Движение с 2003 по 2013 можно трактовать и раскладывать по-разному. Но я отмечу, что весь этот отрезок 2003-2012 или вот этот отрезок с 2003 по 2007 могут условно считаться либо второй, либо четвертой внутренней волной. Вот этой вот большой третьей волны, которая развивается по настоящее время. Но нам эти нюансы не сильно важны. Важно лишь, что в обоих случаях низом второй или четвертой волны можно считать вот этот минимум. 23.05. Минимум 2008 года. Большинство из вас не очень, конечно же, понимает то, что я сейчас говорю. Потому что птичий язык, на котором я начал чирикать, это язык технического анализа. То, что вы не понимаете, это абсолютно нормально. Даже не волнуйтесь. Дальше нам это сильно мешать не будет. Я просто показываю вам, что есть некоторые примерные способы прогнозирования зон, куда бы мог пойти инструмент, ну в данном случае доллар. В дальнейшем я буду просто эти зоны показывать, трактовать их и давать критерии перехода в эти зоны. Поэтому если что-то сейчас недопоняли, даже не волнуйтесь. То, что мы определили длину второй или четвертой волны по Элиоту, дает нам возможность в рамках его теории создать проектировки для уровней последующего движения доллара. Делаем это. Берем суммарный размер первой и третьих волн. Вот так вот.
откладываем от низов то ли второй, то ли первый, то ли второй, то ли четвертой волны. В итоге получаем проектировку зон последующего движения. Вот она. Проектировка зон Фибоначчи. Что видим? И как трактовать эти проектировки? Диапазон с 61 до 100%, вот этот вот, зона наиболее вероятного нахождения доллара. Если доллар в ней начнет консолидироваться хотя бы в течение нескольких кварталов, то возрастает вероятность того, что это будет пятая волна во всей конструкции с 30-го года. То есть первая, третья, пятая. Тогда сформировались бы предпосылки для того, что это глобальный максимум на весь период в эти вот 100 лет. И могли бы начать формироваться условия начала коррекции доллара вниз. Но этого не произошло. Уровень 61, то есть 43 рубля за доллар, был со свистом пробит. Доллар там, только там ковырнулся пару недель и улетел дальше. Также быстро был пробит уровень 100%, примерно 55 рублей. И доллар ушел к уровню 161%. Это произошло в силу различных причин, самая важная из которых была нарастание риска военного развития ситуации 2014 года и как минимум перспектив резкого ужесточения экономического давления, вплоть до попыток организации блокады России. Доллар даже краткосрочно заскочил за отметку 161%. Вот здесь вот. В начале 2015 года. То есть выше 75 рублей. Вот это был достаточно опасный момент, поскольку если бы доллар существенно выше уходил бы от этого уровня в 75 рублей и там закрепился хотя бы на несколько недель, то это означало бы, что резко вырос риск событий масштаба начала 90-х. Но этого не произошло. Характер движения доллара в масштабе недели тогда был таков, что с очень высокой вероятностью можно было полагать, что будет его коррекция в 2014 году. Переходим на графики доллара к рублю в кварталы. То есть сейчас у нас одна свечка, один квартал. Вот у нас последний квартал 2014 года, это 2008 год, так вот в кварталах выглядит, это 2003 год, и так далее. Глубина и рисунок коррекции начала 2015 года, вот эти первые два квартала, должна была определить характер дальнейшего движения. Эта глубина и рисунок коррекции совокупно с характеристиками доллара в максимуме 2014 года показали, что высока вероятность еще одного максимума. Его примерные параметры можно было оценить таким же методом, как мы сейчас делали, когда оценивали пробой в 2014 году. К концу 2015 года ситуация так примерно и развилась. Доллар показал еще один максимум. Вот это первый квартал. То есть он в самом начале 2016 года показал вот этот вот максимум. Вся конструкция, вот это, возвращаемся обратно в годы. Вся конструкция 2015-2022 года, то есть по настоящее время, является коррективной волной. То есть она подразумевает как возможность движения вверх в течение нескольких лет, так и подразумевает возможность движения вниз в течение нескольких лет. Причем движение вниз является чуть-чуть более вероятным. То есть в данной конфигурации движение вниз чуть-чуть более вероятным. Но сейчас пока ситуация достаточно неопределенная. Прогноз долгосрочных сценариев и критерий их реализации и интерпретации сценариев мы будем смотреть в следующем ролике.
Резюмируя историю динамики доллара к рублю за последние 100 лет, можем сказать, что всю динамику с начала 20-х можно разбить на 4 периода. Первый период – начало 20-х, середина 30-х. Вот оно. Начало 20-х годов, середина 30-х. Период введения частичного золотого обеспечения и резкого усиления рубля к доллару в 22 раза. То есть он вот с этого уровня, примерно 22 копейки современных, укрепился примерно до 1 копейки. Это усиление внутренней валюты позволило запустить цикл технологического обновления и сформировать собственную валютно-технологическую зону. Вот примерно к этому периоду. Второй период – середина 30-х, конец 80-х. То есть вот отсюда и до конца 80-х годов. Это второй период. Это этап жесткой конкурентной борьбы СССР и США, состоящий из двух циклов больших военных расходов. Вот первый цикл, как мы с вами говорили, в конце 30-х, 40-х годах. Вот второй цикл. С середины 50-х, и фактически все 60-е, 70-е годы он продолжался. То есть военные расходы были очень большими. Условно, эту борьбу можно было назвать борьбой за разделение труда, то есть за специализацию экономики. Одна из стран должна была занять место источника сырья, то есть встать в подчиненное положение другой экономики. То есть, фактически встроиться в нее. За этот этап Россия вследствие двух циклов отвлечения ресурсов, а также управленческих ошибок, частично утратила к концу этого периода позиции самостоятельной валютно-технологической зоны. Это отразилось в постепенном падении рубля к доллару примерно в 4-5 раз. С уровня примерно 2,3 копейки до примерно уровня 8-10 копеек. Имеется в виду в современных деньгах. Основной причиной этого было уничтожение частного сектора Хрущевым, освоение зон бессмысленного земледелия, а также начавшийся при Хрущеве сырьевой крен экономики, который потом продолжил Брежнев. Третий период, конец 80-х, вот отсюда, по началу 2000-х. Вот примерно до этого места. Вот он, третий период. Так, побольше возьмем. Это период локального проигрыша России и монетизации этого проигрыша. То есть обращение его в звонкую монету для тех, кто выиграл. Это был период потери собственных рынков, разрушения собственной валютно-технологической зоны и встраивания в валютно-технологическую зону США со специализацией производителей сырья. Но как в конечном итоге производителя энергии. Поскольку, как мы ранее выяснили, что с точки зрения реального содержания, а не бухгалтерской классификации, себестоимость по большому счету продукции состоит из энергии труда человека и технологической энергии. Результатом разрушения собственной валютно-технологической зоны стало разрушение и отток промышленного финансового капитала. Как проявление этого девальвация рубля к доллару. Примерно с 1,01 копейки. Вот он в 90-м году. То есть 1/1000 рубля в современных рублях. До примерно 30 рублей в начале 2000-х. Вот до сюда. То есть девальвация примерно в 30 тысяч раз. Это было целью и результатом реформ 90-х. А также условием и обозначением места и роли встраивания в валютно-технологическую зону США России. Основная роль России этого этапа – источник ресурсов для компенсации последствий кризиса
достижения пределов роста в рамках углеводородно-молекулярной техноэнергетической эпохи, револютно-технологической зоны США. То есть фактически Россия компенсировала эту проблему своими ресурсами и своим капиталом. Четвертый период – это начало 2000-х по настоящее время. То есть вот он этот период, начало 2000-х, настоящее время. Это этап подготовки и создания военно-технических, технико-экономических, финансовых условий для возможности воссоздания собственной валютно-технологической зоны и перехода в новую техноэнергетическую эпоху. В этот период произошла относительная стабилизация рубля к доллару. За 20 лет рубль упал всего в 2,5 раза по сравнению с 30 тысячами за предыдущие 10 лет. То есть скорость падения уменьшилась в 15-20 тысяч раз. Чтобы лучше ощутить и почувствовать то, что произошло в 90-х для обычного человека в результате либеральных реформ, проделаем очень простой мысленный эксперимент. Особенно он будет полезен для самых ярых критиков СССР и отстаивателей либеральных ценностей. То есть для тех, кто родился после 90-х годов, то есть уже в новое время. Квадратный метр в СССР в 80-х стоил 250-300 рублей. Тогда это было немного выше средней месячной зарплаты. То есть на 30 тысяч рублей можно было купить две очень хороших по тем временам двушки. Легального рынка купли-продажи квартир, конечно, не было. Это были обмены с доплатой, то есть по увеличению квартир. Но не суть. Мы просто делаем оценку. Теперь берем эти 30 тысяч рублей и в 1985 году эти две двушки в деньгах кладем на счет в банк. Ну а завтра, то есть конкретно завтра, идем их снимать. И нам выдают 3. 3 монеты по 10 рублей. Если кто-то не совсем понял, почему так произошло, пересмотрите 2 предыдущих ролика про товарную инфляцию и деноминацию рубля в 1998 году. Это и есть цена либеральных реформ. И очень понятно, кто за нее заплатил и какую цену. Было 2 двушки, стало 3 десятика. Напомню, что когда мы клали деньги на депозит в 1985 году, ВВП Китая был в 2 раза меньше ВВП СССР. Но Китай не купился на Тяньаньмэнь, а продолжал делать то, что делал. Результат вы уже знаете. И, кстати, интересный момент. Китай дважды расходился с Советским Союзом в оценке его прошлого и в оценке конкретных людей. Первый раз это произошло, когда к власти пришел Хрущев. Китай наотрез отказался негативно оценивать роль и деятельность Сталина. И твердо заявил, что он реализует сталинскую модель и до сих пор настаивает на этом. Имеется в виду сталинскую именно экономическую модель, технико-экономическую модель. В политической модели там есть определенные модификации. Второй раз Китай разошелся с Советским Союзом в оценке модели развития. Это 80-е годы, когда он отрицательно оценил тот курс, которым двигался Горбачев. Результат вы примерно видите. Отметим еще один момент. В общей сложности рубль девальвировался к доллару с 30-х годов, то есть со своего максимума в 1933 году, с 1 сотой копейки за доллар, если в современных деньгах, то есть задумайтесь, с 1 сотой копейки в 1933 году до примерно 75 рублей сейчас. Несложное вычисление, деление одного на другого, показывает, что за эти 90 лет рубль девальвировался к доллару примерно в 750 тысяч раз. Но как вы помните из нашего прошлого ролика, позапрошлого ролика по истории доллара к рублю, назывался он «Ситуация на рынках доллар-рубль. Часть 2. История с 1924 по 1960». Ролик был 24 января 2022 года. Ссылка на экране.
Товарная инфляция рубля за этот период составила примерно 10 миллионов раз. То есть середина 30-х годов. То есть товарная инфляция в долларе в нашей стране в этот период тоже была. То есть товарная инфляция по доллару у нас в стране составила примерно 12-15 раз. Существенно, конечно, меньше, чем в рубле, но тоже достаточно прилично. Я напомню нашу первоначальную цель на самом старте наших роликов, на самом старте нашего канала. На самом деле мы ищем наиболее подходящий инструмент на роль наиболее качественных денег с точки зрения сохранения их покупательной способности. Для того, чтобы голословными утверждения, которые я делаю, не были, мы посмотрели историю на конкретных цифрах и на конкретных графиках. То, что доллар на эту роль не годится, мы определили, когда смотрели золото в долларе. С рублем ситуация вообще-то изначально была понятна, но для чистоты эксперимента мы ее глянули в цифрах и наглядно в графиках. Еще раз подчеркну, прошлое имеет значение. Это важно. Предыдущая динамика во многом определяет и будущую динамику. Но ни в коем случае нельзя нарисовать прямую наклонную линию из 30-х годов и по ней сделать прогноз, то есть, из 30-х годов в сегодняшнее время, по ней сделать прогноз, туда продлить ее, и тут же накупить долларов. Такой вывод из того, о чем мы сейчас говорили, делать нельзя. Ни в коем случае. Прогноз сценарной динамики доллара к рублю на горизонт 5-10 лет мы будем смотреть в следующем ролике. А потом сделаем краткосрочный с точки зрения управления структурой сбережений. И будем его периодически обновлять. Если вам интересен наш канал и вы хотите нас поддержать, подписывайтесь, пожалуйста. Подписка – это ваша поддержка и наша возможность развиваться. А на этом разрешите откланяться. Всем прозорливости и успехов. И до встречи на нашем канале.